17-летний сын Рамзана Кадырова стал куратором МВД Чечни. Это решение принято по поручению Рамзана Кадырова. О нем объявили на совещании 31 марта. Адам Кадыров, несмотря на несовершеннолетний возраст, уже занимает ряд руководящих постов в силовых структурах. В ноябре 2023 года он возглавил отдел обеспечения безопасности главы Чеченской Республики. Он стал самым молодым начальником ведомства в истории России. Тогда же его назначили куратором батальона Минобороны РФ имени Байсангура Бинаевского, а позже батальона имени шейха Мансура. Обсудим головокружительную карьеру Адама Кадырова с руководителем движения Адат Ибрагимом Янгулбаевым. Ибрагим, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот у Адама Кадырова новая должность, и понятно абсолютно, что он, конечно же, занимает эти должности прежде всего по своей родовой, так сказать, по родовому принципу. Как вам кажется, что этим пытается показать Кадыров и почему он продолжает пихать своего сына туда, куда попадя и куда не попадя, если выразиться по-простому? Он продвигает своего сына. Надо же из своего, так сказать, преемника сделать личность и в Чечне, и в России, в принципе, чтобы у ума и самих россиян, и самих жителей Чечни, чтобы закрепился такой образ, что, ну да, действительно, после Кадырова будет править, так сказать. И поэтому то, что его назначают в разные ведомства, куратором, там, начальником и так далее, это типа такой карьерный рост, такая пропаганда, чтобы в дальнейшем, когда после ухода там Рамзана Кадырова либо по болезни, либо уже на пенсии, я не знаю, поставить его руководителем Чечни. А вот недавно появлялись как раз-таки новости про то, что Рамзан Кадыров чуть ли попал в немилость федеральным властям. И более того, мы помним, что в прошлом году были огромное количество слухов по поводу его самочувствия, его здоровья. Как вам кажется, сейчас Рамзан Кадыров, он чувствует себя уверенно или все-таки вот эти все назначения и вот этот весь пиар Адама происходит в такой нервозной обстановке, когда Кадыров понимает, что под ним шатается кресло? Нет, просто Адам Кадыров уже взрослеет. Он, когда, помните, вообще надо понять всю историю его детей, как он их продвигал. Сначала старшая дочеря, там, Айша, сейчас ее, она ушла, так сказать, из политики. Почему ушла? Потому что подросли братья, так сказать. То есть подросли братья. Еще у Кадырова есть маленькие сыновья, они тоже растут. И поэтому вообще такая пропаганда про раскручивание своих детишек Кадыров делал с самого начала, когда они были маленькими, что они являются там читателями, я не знаю, хафизами, то есть знают наизусть Коран, там, в исламе они хорошо, они в учебе хорошо учатся и так далее, в спорте. То есть про это не раз и СМИ уже всплывалось и говорилось про это. Это просто продолжение, это не связано с нынешним ухудшением там, здоровья Кадырова. У Кадырова вот это вот, у него здоровье до войны тоже было плохим. После, там, когда он переболел коронавирусом, у него вот здоровье шло там, на спад. Это, это ни с чем не связано, это просто продвижение. Просто он максимально хочет продвинуть Адама Кадырова. И заметьте, что его продвигают силовые структуры. Почему? Потому что в Чечне в данном, ну, в нынешней Чечне только в силовых структурах какой-то начальник имеет вес. Не какие-то там министры, там, образованные и так далее. Нет, только человек, который имеет влияние на силовые структуры. Как это было и там, при Кадырове-старшем, при Ахмате, в период войны, как и при Рамзане Кадырове, когда он был начальником охраны и курировал там силовой там, сектор. И вот то же самое, по стопам своего отца, себя он продвигает своего третьего сына, чтобы он, ну, в будущем стал главой. Да, мы, когда говорим про кадыровскую диктатуру, мы часто, конечно, анализируем вот весь этот жабо-гадюкинг, назовем так, во властных структурах Чечни, но мы почему-то редко вспоминаем как раз-таки про простых чеченцев, которые живут под властью Кадырова. Как вам кажется, как вообще в Чечне реагируют на вот этот вот пиар Адама Кадырова? И в случае, если он действительно будет наследником Кадырова, будет ли у него такой же вес, как у Рамзана Кадырова? В принципе, и у Рамзана Кадырова нет веса. Если про простых чеченцев говорить, то есть мы же их не считаем... Вот Кадырова никто не считает, что он
там законно правительство его избрали. Нет, мы все считаем и Кадырова, и вот даже вот этого Адама, и Ахмата Кадырова. Но они ставленники Кремля, то есть Путин, когда приходил во власть и захватывали Чечню, им нужны были свои коллаборанты. Поставили Кадырова-старшего, его никто не избирал. Вы можете посмотреть эти архивные видео, как беженцы из Чечни против Ахмата Кадырова. То же самое. Простые жители Чечни никак их не воспринимают. То есть никак. То есть, ну, российские чиновники, ладно, от Путина, там, от Кремля. Поэтому э, их вес, знаете, кто делает их вес? Вес делает Путин. То есть простые чеченцы понимают, что за Кадырова стоит российская армия, стоит Кремль. И даже обычные кадыровцы, которые также не любят этого Кадырова, а служат только ради из-за денег, они тоже также понимают, что там за него стоят влиятельные люди из Кремля, то есть там Кремль, Путин и так далее. Поэтому, как не было у него влияния, вот не будет завтра российской армии там, в Чечне, то есть Кадыров сам один останется, он же не проживет долго. То же самое и Адам, и весь род Кадыров, и в принципе кадыровцы. Поэтому, когда мы делаем аналогию и мы анализируем ситуацию в Чечне, диктатуру в Чечне, он диктатор не как суверенный, независимый диктатор, он просто ставленник Кремля. А Кремлю что нужно, чтобы Чечня оставалась в составе России? Поэтому люди, которые удерживают силовой блок, то есть управляют силовым блоком, они и продвигаются по карьерной лестнице. Поэтому и Адама Кадырова продвигают, типа, вот он начальник охраны, вот он сейчас курирует МВД, и УСБ, кстати говоря, он еще курирует УСБ. В этом новом назначении сделали и МВД куратором, и УСБ, который смотрит за МВД. Так вот, вот эти люди для Кремля сейчас нужны. Сейчас и в принципе, чтобы Чечня оставалась и удерживали в составе России. Вот и все. Ибрагим, большое спасибо, что вышли и прокомментировали последнее назначение Адама Кадырова. С нами был глава движения Адат Ибрагим Янгулбаев. А вас, дорогие друзья, я призываю ставить лайки, делиться этим роликом, а также подписываться на канал «Популярная политика», чтобы оставаться в курсе всех последних новостей.